Представьте, если сети, космическая программа ценой миллиарды долларов наконец получает контакт. Из открытого космоса мы получаем сообщение, которое вообще переворачивает все наше понимание о Вселенной, отвечает на все наши вопросы. Наверняка история изменится на до и после. Вот только происходит не это. Люди начинают задавать вопросы, а правда ли это был контакт? А действительно ли этот диспетчер его получил? А может быть, это какое-то радиосообщение, которое мы поймали, которое отразилось где-то в космосе, и вот теперь услышали сами себя. Сообщение кладется в черный ящик под названием «Мифы и легенды», забывается, и последующие поколения вообще к нему никогда не обращаются. Думаете, невозможный сценарий? А что, если в истории человечества именно это и произошло? Смотрите, на данном канале мы разбираем информационно-архитектурную модель реальности. Эту модель довольно-таки сложно подвергнуть какому-то отдельному эксперименту, провести какой-то опыт и доказать или опровергнуть. Поэтому критерием фальсификации мы выбираем следующий пункт. Мы считаем, что если мы находимся на производном пользовательском уровне, если все процессы на нем, включая все квантовые взаимодействия, весь аппарат квантовой механики, администрируется внешним уровнем, если в основе всего код, это означает, что система, администрирующая нас, агентна. А следовательно, очень маловероятно, что она оставила бы своего ключевого агента, людей, без какой-либо инструкции о своих целях. То есть, если наша архитектурная гипотеза верна, то мы ожидаем увидеть в истории человечества некие тексты, которые позиционируют себя как сообщение от внешней системы. И в истории человечества существуют такие тексты. Если вы возьмете данные Big Data, которые проанализировали крупнейшие мировые религии, то вы обнаружите в них общее инвариативное ядро. То есть Big Data показала, что все мировые религии так или иначе где-то на 80, где-то на 90, где-то на 60% схожи друг с другом. В криминалистике это называется конвергенцией свидетельских показаний, когда большое количество людей говорят об одном и том же событии, их показания всегда варьируются в деталях, но у них присутствует инвариативное ядро. Когда следователь видит большое количество таких свидетелей, он делает вывод об истинности события. Что же делает современная наука? Полную инверсию этой логики. То есть современная наука заявляет, что раз у нас есть большое количество религий, в них есть что-то общее, это значит, что люди нахватались друг от друга, и никакой истины и никакого сообщения от внешней системы там априори быть не может. Так вот, на самом деле это исходит из вывода, который наука делает априори. Вывод, выводимый из ее ядра о том, что все есть слепые силы и материя. Следовательно, никакой внешней системы, никакого сообщения от нее быть не может. Но верифицировала ли она это утверждение? У науки нету никакого имманентного инструмента, которым бы она могла доказать, что все эти сообщения являются культурным вымыслом. Нет никакой модели, байесовского анализа, ничего, чтобы это могло количественно доказать. Следовательно, мы начинаем собственное независимое расследование. Мы хотим понять, так ли это, являются ли все эти сообщения лишь культурным вымыслом. Что материализм объясняет очень плохо, так это устойчивость этих религиозных движений. По факту постулируется мысль о том, что религия была создана для того, чтобы управлять людьми. Это ее ключевая ценность. Каждая из этих религий, она так или иначе использовалась властью, и только властью и поддерживалась. Однако этот факт оспаривается исторически. У нас есть, например, Римская империя, которая разрушилась, а христианство продолжило свое существование. Или, например, у нас был Советский Союз, он запрещал религию в принципе, а когда Советского Союза не стало, религия вернулась, то же самое христианство. Почему люди сами возвращаются в религию?
Это на самом деле серьезная проблема для социологии, потому что в современном мире у нас 86% населения планеты в той или иной степени относят себя к верующим людям, к религиозным традициям. Напомню, что согласно прогнозу эпохи Просвещения, в 21 веке человечество должно было уже уйти от религии за ненадобностью, однако мы видим совершенно обратное. Как это объяснить? Наши вопросы множатся, вопросов становится все больше и больше, и ответов у парадигмы все меньше. Феномен и быстрое распространение религии ислам. Какое есть объяснение этому в материализме? Значит, объясняется это следующим образом. Первое. Это кризис в обществе, запрос на некую объединяющую идею. Второе – это гениальный стратег, который пользуется этим положением с целью получения власти. Это ключевая цель. Далее этот человек создает религиозный, непротиворечивый текст. Ему случайно удается унификация всех разрозненных племен на основе этого текста. Фактически он совершает уникальную, неповторенную больше в историческом масштабе политическую технологию. И далее последующее распространение религии – это не более чем остаточный эффект от вот этой уникальной конвергенции данных. То есть у нас есть 6 сложных условий для того, чтобы реализовалась одна простая вещь. То есть фактически материализм постулирует, что для того, чтобы получить власть, человек выбрал наименее эффективный инструмент в истории человечества. Мы с вами знаем, что власть, она берется силой или передается по наследству. Как только человек называет себя пророком, он сразу же выходит из реал-политик. Он не может быть политиком, который маневрирует между политическими интересами. Все, что он говорит, идет против финансовой элиты. Он должен знать все, что будет. Если он не может ответить на какой-то вопрос, это сразу же подрывает его статус. То есть фактически материализм постулирует, что ради получения простой цели, которую можно было добиться гораздо более простым способом, был выбран наименее эффективный, опасный и рискованный путь. Так вот, все эти 6 очень сложных ситуативных гипотез можно принять, если ты уже сделал априорный вывод о том, что все религии придуманы людьми. То есть тогда, да, это объяснение кажется тебе вполне себе легитимным и подтверждает уже априорно сделанный тобою выбор. Однако, если сравнить это по ИБЕ, по выводу к лучшему объяснению, с альтернативной теорией, то вот эта громоздкая конструкция проигрывает одному простому тезису. А что, если этот текст действительно является тем, чем постулируется? То есть прямым сообщением из внешней системы. Потому что я напомню вам, что на самом деле в истории человечества не так много текстов, а вернее их вообще нет, которые бы позиционировали себя как прямая речь создателя всей Вселенной. Вдумайтесь в это. На сегодняшний день в истории человечества существует книга, которая заявляет, что она является речью Бога. И мы при этом даже не читаем эту книгу. Она лежит у нас в черном ящике под названием «Религиоведение». То есть мы априори записали ее в раздел культурного вымысла, даже не проверив ее базовые постулаты. Текст сам задает очень четкие критерии фальсификации. То есть он говорит о том, что текст не будет повторен. То есть у нас есть один Коран, и не будет в истории человечества второго. Так вот, это заявление на самом деле фальсифицируемо. Материалист здесь, конечно же, скажет о том, что а где количественное предсказание, сколько лет и так далее осталось, но это все попытки уйти от четко заданных критериев фальсификации, которые звучат следующим образом. Если бы за прошедшие почти 1500 лет появился бы человек, который назвал себя новым пророком,
принес бы новый текст, сказал бы, что это откровение из внешней системы. На основе этого текста создалась бы еще одна какая-то мировая религия. У нее были бы миллиарды последователей. Это бы опровергло сообщение. Но за 1500 лет этого не произошло. Далее. В тексте объясняется сам феномен пророческой миссии, согласно которому все вот эти мировые религии являются сообщениями из внешней системы. То есть система выбирает одного человека, которому дается административный доступ. То есть он начинает видеть то, чего не видят другие. Скрытый, инкапсулированный слой реальности. А далее уже в культурной среде это сообщение, которое он принес позже, подвергается какой-то эрозии, искажениям и так далее. Так вот, в кораническом тексте дается следующее фальсифицируемое предсказание о том, что он не будет изменен. То есть он останется в неизменном виде. Это у нас подтверждается на сегодняшний день радиоуглеродным анализом. То есть текст действительно является аномалией в области сохранности. И далее есть еще третье предсказание о распространении религии. То есть люди будут толпами входить в эту религию. Напомню, что ислам является самой быстро растущей религией на сегодняшний день, и к 2050 году количество верующих мусульман превысит количество христиан. Давайте представим, что все эти предсказания сделал человек. То есть он должен был знать, что через 1500 лет текст не будет искажен, останется неизменным, не найдется никакого другого человека, который создаст аналог этому тексту. И самое главное, религия будет распространяться по всей планете, и люди толпами будут в нее входить. Тезис о самосбывающемся пророчестве здесь не работает, потому что почему тогда это пророчество сбылось, а, например, другие пророчества других людей не сбылись? Например, вот там в нацистской Германии тоже было самосбывающееся пророчество о тысячелетнем Третьем Рейхе, только он простоял всего 12 лет. Почему? Там был целый военный аппарат, который явно был заинтересован в том, чтобы это пророчество сбылось, а здесь с меньшими стартовыми условиями, с эффектом низкой базы, религия все равно распространилась по всему миру. Ну вот эти вот все вещи, как мы видим, пытаются быть объясненными в материалистической парадигме через вот эти вот ситуативные гипотезы ad hoc, которых много. Однако, если принять исходный постулат, что текст действительно из внешней системы, тогда вот это вот все нам не надо. Это вот онтологически избыточная коллекция умозаключений, которые мы можем убрать, а эти предсказания становятся логичными следствиями. То есть, естественно, если текст пришел от внешней системы, система знает все, что будет. Она уже знает, что этот текст не будет меняться в будущем. Дальше, если мы почитаем текст внимательнее, то он открывает нам онтологическую архитектуру реальности, первичной в которой, внимание, является информация. То есть первым, что было создано, это не вода, не земля. Первым было создано перо, которое записало все, что будет. Куда записало? В хранимую скрижаль, которую, если выразить ее изоморфно в терминах современной информационной архитектуры, можно назвать информационной матрицей. То есть этот пункт, по сути своей, подтверждает центральную гипотезу нашей архитектурной модели о первичности информации. Отлично. Что еще нам объясняет текст? Во-первых, он нам объясняет происхождение всех остальных религий. То есть у нас не остается больше вопросов, почему эти религии вообще существуют, а самое главное, снимается вопрос о том, почему эти религии так персистентны во времени, то есть почему они остаются, несмотря на прогнозы о том, что они должны уйти. Потому что у каждого человека, согласно тексту, есть априорный, моральный, базовый онтологический ориентир, фильтр.
есть фитра — это и моральная основа, и поиск целеполагания, который существует в каждом человеке. Каждый человек выстраивает свою жизнь либо в соответствии с этим принципом, либо на его отрицание, потому что наделен свободной волей. Так вот, люди, когда они слышат какой-то призыв, откликаются а, на эту фитру, и поэтому религии до сих пор существуют. То есть это снимает вопрос и гораздо лучше, по выводу к лучшему объяснению, объясняет персистентность религии. Материализм, конечно же, будет говорить о том, что мораль является социальным договором, однако здесь он игнорирует эмпирические данные о априорных моральных категориях у младенцев. Есть огромное количество исследований, в том числе Ельского института, где дети показывают еще до того, как они социализировались, предпочтения каким-то определенным персонажам, требования справедливости для отрицательных персонажей, справедливости в распределении ресурсов для себя и так далее. То есть таких исследований очень много, а значит, человек действительно рождается с априорными моральными категориями и целеполаганием, поиском смысла. Вот почему мы этот смысл ищем. Мы не можем просто сказать: жизнь бессмысленна, и нас это устраивает. Нам нужно понять, ради чего создана эта система. А система эта создана ради нашего испытания, согласно тексту. Мир не идеален, и то, как ты себя поведешь в этой ситуации, записывается в твой личный каузальный лог. То есть система сохраняет всю информацию, и получается, что смыслом твоей жизни является сама твоя жизнь. Вся совокупность сделанных дел, действий в итоге будет решать твой дальнейший статус в системе. То есть либо у тебя будет позитивный статус в системе, либо негативный. Это зависит от того, как ты действовал в соответствии со своей фитрой. Фитра значит естество. Или на полном ее отрицании. То есть когда человек, например, эгоистичен, живет ради самого себя, он начинает оправдывать некоторые действия, которые другим кажутся аморальными. То есть он считает, что можно там идти по головам, грабить, воровать и так далее. Это значит, что он полностью простроил свою жизнь на отрицании с априорной моральной категории. Далее, система состоит из нескольких уровней, то есть существуют внешние вселенные, и учитывая о том, что структура оптимальна, и мы знаем, что принцип наименьшего действия существует, мы можем из этого делать вывод, что раз наша вселенная постулируется как нижняя, можно совершенно в рамках разумной архитектурной гипотезы предполагать, что она предоставляет некий субстрат на вышестоящие уровни. Количество этих систем конечно, и это уже делает эту модель чисто по ИБЕ, выводу к наилучшему объяснению, онтологически экономнее по бритве Оккама, чем, например, бессмысленные мультивселенные Эверетта, которые просто существуют случайно. Здесь же все существует ради единой цели и стабильности системы. То есть из этого мы можем сделать вывод, что, например, принцип наименьшего действия и дальше переходит на вышестоящие уровни. А значит, лишних модулей в системе, скорее всего, нет. Далее текст содержит огромное количество данных, не выводимых из научного познания того времени. Самое основное – это указание на общую теорию относительности, точнее, на элемент релятивизма времени. То есть время в этих уровнях не фундаментально. Один день на нашем уровне равен 1000 лет здесь, 50 тысяч лет здесь. То есть время не является фундаментальной категорией. Также постулируется то, что система конечна и не будет существовать вечно. А мы с вами знаем, у нас есть сценарии тепловой смерти Вселенной, подтверждающие это. То есть, если теперь все вместе в совокупности рассмотреть, посчитать, то мы на самом деле получили огромное количество ответов на наши вопросы. И самое главное, у системы есть архитектор, создатель.
Этот создатель сам не сотворен, не был рожден, и этот пункт — это на самом деле единственное возможное объяснение проблемы бесконечного регресса. То есть иначе эту проблему просто решить невозможно. Мы можем перекладывать эту проблему на вышестоящий уровень. Мы можем говорить, что, ну, наша Вселенная — это одна из еще Вселенной, этих Вселенных бесконечность, но мы всегда будем задавать вопрос, а откуда все-таки они все появились? И вот что делают в материализме? Они, как правило, берут атрибут и как-то причисляют его просто к некоему производному уровню. То есть они говорят, ну, например, сингулярность все породила, потому что сингулярность является предвечной. Однако по ИБЕ это не объясняет, почему наш мир именно такой. Если же жизнь — это испытание, то мы, в общем-то, ожидаем увидеть ровно то, что мы видим. Мы ожидаем увидеть вот тот мир с его страданием и с его несправедливостью, потому что все это испытание для людей. Если бы не было проблемы зла, если бы не было негатива, мы бы не могли совершить какой-либо свободный выбор. А так мы полностью предоставлены сами себе, поэтому, в общем-то, этим и объясняется проблема сокрытости. То есть мы не видим элементов внешней системы, потому что она от нас инкапсулирована в рамках реализма тестовой среды. Проведя наш анализ, мы не находим каких бы то ни было доказательств, указывающих на то, что текст создан людьми в рамках некого культурного проекта. Поэтому вот этот вывод сделан современной материалистической парадигмой исключительно для защиты ее ядра о том, что все есть материя и слепые силы. Этот вывод, как мы говорили в другом видео, которое можно посмотреть, идеологический, не научный, а наш же научный анализ показывает обратное. То есть мы нашли критерии фальсификации нашей модели, считаем текст источником для дальнейших научных теорий. Значит, на этом канале мы будем дальше развивать нашу информационно-архитектурную модель, отвечать на вопросы, на которые нету ответов в рамках материализма. И я думаю, рано или поздно ответим на них на все. Поэтому подписывайтесь на этот канал, будем заниматься наукой. Спасибо, что досмотрели до конца.